Друзья, всем привет! С вами Юджин из Graphiccore в рамках проекта Photo Without Studio. В сегодняшнем уроке я хочу познакомить вас с одной малоизвестной функцией Photoshop. Называется она срединное или усредненное распределение. На английском median. Поехали! Итак, усредненное распределение – это функция, которая позволяет из множества пикселей разной яркости выбрать средний. То есть, если Photoshop скормить стопку похожих изображений, то он, проанализировав их, выделит средний результат. Где это можно использовать? Давайте смоделируем следующую ситуацию. Вы хотите снять какую-то достопримечательность, но вокруг есть люди, которые нежелательны на снимке. Вот хочется снять памятник без окружающих его туристов. Не беда, для этого нужно соблюсти несколько условий. Первое. Желательно установить камеру на штатив. Второе. Сделать серию снимков, где туристы будут перемещаться и освобождать ранее занятые ими участки. Третье. Наличие фотошопа. Итак, сейчас мы постараемся это смоделировать в домашних условиях. Итак, друзья, какая перед нами сейчас стоит задача? Задача стоит следующая. Смоделировать ситуацию, как будто бы мы находимся возле какой-то достопримечательности и нам нужно сделать фотографию. Но вокруг этой достопримечательности кружат туристы, которые нежелательны были бы на нашей фотографии. Я уже это говорил ранее. Так вот, делаем, значит, серию снимков, и как было сказано ранее, серия снимков должна заключаться в том, чтобы туристы, эти фигурки в роли туристов, перемещались. То есть каждый последующий снимок был с перемещенными туристами. Вот стоит аппарат на штативе. Как было ранее отмечено, желательно, чтобы аппарат стоял на штативе. Только еще подключу к нему кнопку дистанционного спуска затвора. Начинаем фотографировать и моделировать ситуацию. Первый кадр будет вот такой. Следующий кадр. Вот туристы ходят по кадру. Я не знаю, попадаю ли я в кадр, но надеюсь, что я попадаю. Вот они перемещаются, допустим. Сейчас гляну в окошко. Вам видно композицию через окошко, интересно? Видно. Ну вот такой кадр давайте сделаем. Дальше, допустим, черный ушел. Этот стал сюда куда-то. Этот так. Этот вот так. Еще перемещаем. Потом вот так. Этот вообще ушел. Ну, давайте последний сделаем и достаточно. Итого мы сделали 6 кадров. А теперь перемещаемся в Photoshop. Открываем отснятый материал в Photoshop. Все исходники вы найдете по ссылке в описании. Идем в файл, сценарии, загрузить файлы в стек. В открывшемся меню нажимаем на кнопку «Добавить открытые файлы». Ставим галочку «Попытаться автоматически выровнять» для того, чтобы композиция в кадре была ровной. Простите за тавтологию. Это обязательно делать, если вы снимаете с рук. Как бы вы ни старались, в любом случае ровно вы не снимете несколько кадров. Также не лишним будет поставить эту галочку, даже если вы снимали со штатива. Нажатие на кнопку затвора создаст микродвижение камеры. Даже если вы уверены на 100%, что все кадры сняты идеально, то можно перестраховаться этой функцией. И ставим галочку «Создать смарт-объект» после загрузки слоев. После того, как Photoshop обработал наш запрос на новом холсте, мы получили смарт-объект, внутри которого послойно расположены все наши фотографии. Далее остается лишь выбрать ту самую функцию медиана. Идем в слой, смарт-объект, режим стека, медиана.
И мы видим магию. Что произошло с нашими фотографиями? Как ранее уже было сказано, Photoshop выбрал пиксели средней яркости. Те участки, где стоит человек, Photoshop заменил на те же участки с другой фотографии, где нет человека. Конечно, это можно сделать и другим способом, вручную, с помощью масок. Но есть один вопрос. Зачем, если есть уже готовая функция? Друзья, сейчас покажу еще один просто невероятный вариант, как можно использовать эту же функцию. Принцип тот же самый. Только теперь мы возьмем подготовленные мною фотографии, которые я сделал в полутьме с ISO 6400. Как вы знаете, при таких значениях ISO на фотографии будет много шума, что как раз нам и нужно. Повторяем все то же самое, только перед применением функции медиана я сдублирую смарт-объект для того, чтобы его потом сравнить. На первый взгляд ничего не произошло, но давайте приблизим и помигаем глазком. Весь шум исчез. Друзья, теперь можно не опасаться больших значений ISO и снимать статические сцены ночью. Ставьте на штатив, снимайте серию фото и применяйте к ним функцию медиана. Единственный нюанс — это то, что нужно небо сделать отдельным снимком, дабы избавиться от смазки или затирания звезд. Но это уже о методах съемки, а не методах обработки. На этом все. С вами был Юджин из Графикор. Увидимся!